Представьте себе, где-то под толщей песка, в забытых руинах или под водами древнего города спрятаны гробницы, которые могут переписать историю. Гробницы, принадлежавшие людям, чьи имена стали легендами: Александру Македонскому, Чингисхану, Клеопатре, Аттиле, Нефертити. Эти захоронения не просто могилы, а настоящие капсулы времени, которые хранят тайны прошлого. Но вот что удивительно. Несмотря на все современные технологии, от спутников до георадаров, мы до сих пор не знаем, где они находятся. Почему? Что делает эти гробницы такими неуловимыми? И что они могут рассказать нам о своих владельцах? Сегодня мы отправимся в путешествие по самым загадочным археологическим тайнам мира. Это будет не просто пересказ фактов, а глубокое погружение в историю, мифы и современные поиски. Поехали! Начнем с Александра Македонского, человека, который завоевал полмира к 33 годам. Его гробница – одна из самых желанных находок для археологов. Александр умер в 323 году до нашей эры в Вавилоне, и согласно историческим источникам, его тело было забальзамировано и отправлено в Египет. Птолемей, один из его полководцев, перехватил кортеж и доставил тело в Мемфис, а затем в Александрию, где Александр был похоронен с царскими почестями. Но где именно? Это ключевой вопрос. Историки, такие как Страбон и Диодор Сицилийский, писали, что гробница Александра находилась в центре Александрии, возможно, в роскошном мавзолее, который называли Сома. Римские императоры, включая Юлия Цезаря и Октавиана, посещали это место, чтобы отдать дань уважения. Но с течением веков Александрия пережила землетрясения, наводнения и войны. Город, который мы видим сегодня, это лишь тень его былого величия. Многое из древней Александрии оказалось под водой из-за поднятия уровня моря. И вот тут начинается самое интересное. Современные археологи, такие как Каллиопа Лимнеус Папакоста, проводят раскопки в районе Старой Александрии, в квартале Шатиби. Они нашли остатки мраморных статуй и фундаментов, которые могут быть связаны с царским некрополем. Но есть и другая теория. Гробница может быть под водой. Французский археолог Жан-Ив Эмперер исследовал затопленные участки порта Александрии и обнаружил фрагменты дворцов и храмов. Возможно, гробница Александра тоже там, погребенная под илом и кораллами. Представьте, найти саркофаг величайшего полководца в окружении морских звезд – это было бы сенсацией века. Но есть и альтернативные версии. Некоторые ученые предполагают, что тело Александра могли перевезти в оазис Сива, где он был провозглашен сыном Амона. Другие говорят о тайном захоронении в Македонии. Проблема в том, что никаких конкретных следов нет. Даже георадары и спутниковые снимки пока не дали ответа. Почему это так важно? Гробница Александра – это не просто могила. Она может содержать свитки, доспехи, записи, которые расскажут о его походах, его мечтах и, возможно, о причинах его загадочной смерти. Был ли он отравлен? Умер от болезни? Это одна из величайших тайн истории, и гробница – ключ к ее разгадке. Теперь перенесемся в степи Центральной Азии, к Чингисхану, основателю крупнейшей империи в истории. Его смерть в 1227 году окутана тайной, и его гробница – это, пожалуй, самая тщательно скрытая могила в мире. Чингисхан, или Тимучин, как его звали в юности, был не просто воином, а человеком, который ценил символизм и контроль. Исторические хроники, такие как «Сокровенное сказание монголов», говорят, что он приказал похоронить себя так, чтобы никто никогда не нашел его могилу. Согласно легенде, его тело доставили в Монголию, а всех, кто участвовал в похоронах, убили. Даже рабов, которые копали могилу, не пощадили, а затем убили и тех, кто убивал рабов. Жестоко? Да. Эффективно? Безусловно. Где же искать? Основные версии указывают на горный массив Хэнтэй в Монголии, где Чингисхан родился, или на регион Ордос в Китае, где он умер. Есть легенда, что его могилу спрятали в русле реки, изменив ее течение, чтобы скрыть следы. Это звучит как сюжет из приключенческого фильма, но для XIII века это было вполне реально. Монгольские степи огромны, и без точных ориентиров найти могилу почти невозможно. Современные поиски осложняет еще и культурный аспект. Монголы считают Чингисхана национальным героем, почти божеством. Для многих копать в поисках его могилы – это кощунство. В 2015 году японско-монгольская экспедиция использовала дроны и спутниковые снимки, чтобы изучить район горы Бурхан-Халдун,
священного места для монголов. Они нашли несколько аномалий в почве, но раскопки были приостановлены из-за протестов местных жителей. Это поднимает интересный вопрос. Что важнее, научное открытие или уважение к традициям? Если гробницу Чингисхана найдут, она может содержать оружие, украшения, возможно, даже записи о его военных тактиках. Но готовы ли мы заплатить цену за это знание? Теперь вернемся в Египет, к Клеопатре и Марку Антонию, чья история любви и трагедии вдохновляла поэтов и драматургов. Клеопатра, последняя царица Египта, и Марк Антоний, римский полководец, покончили с собой в 30 году до нашей эры, когда Октавиан захватил Александрию. Согласно Плутарху, Клеопатра хотела, чтобы ее похоронили рядом с Антонием. Но где? Археологи долгое время считали, что их гробница находится в Александрии, возможно, в районе царского дворца. Но, как и в случае с Александром, большая часть города ушла под воду. В последние годы внимание привлек храм Топосирис Магна в 45 километрах от Александрии. Археолог Кэтлин Мартинес, которая посвятила этому проекту более 15 лет, нашла там сеть подземных туннелей, монеты с изображением Клеопатры и статуи, связанные с культом Исиды, которой Клеопатра себя отождествляла. В 2023 году команда Мартинес обнаружила шахту, которая, возможно, ведет к погребальной камере. Пока это только гипотеза, но находка вызвала ажиотаж. Почему это так важно? Клеопатра – не просто царица, а символ переходного периода между эллинистическим миром и Римской империей. Ее гробница может содержать украшения, свитки, даже письма, которые прольют свет на ее политические интриги и отношения с Римом. А что насчет Марка Антония? Его роль часто недооценивают, но он был ключевой фигурой в гражданской войне Рима. Их совместная могила – это не только археологический клад, но и свидетельство одной из самых драматичных любовных историй в истории. Теперь к Аттиле, бичу Божьему, вождю гуннов, который в V веке наводил ужас на Римскую империю. Аттила умер в 453 году, предположительно от кровоизлияния во время свадебного пира. Легенда гласит, что его похоронили в тройном саркофаге из железа, серебра и золота, вместе с несметными сокровищами. Чтобы скрыть место, гунны убили всех, кто участвовал в похоронах, а могилу, возможно, спрятали в русле реки, изменив ее течение. Где искать? Большинство историков указывают на территорию современной Венгрии, где находилась ставка Аттилы. Река Тиса или Дунай – популярные кандидаты. Но проблема в том, что гунны не оставляли письменных источников, а их кочевая культура не предполагала монументальных захоронений. Все, что у нас есть – это рассказы римских хронистов, таких как Приск, который описывал похороны Аттилы. В последние годы венгерские археологи используют георадары для поиска аномалий в речных долинах, но пока безрезультатно. Гробница Аттилы – это не только сокровище, но и ключ к пониманию гуннов, народа, который изменил карту Европы. Были ли они просто варварами, как их изображали римляне, или сложной цивилизацией? Находка могла бы дать ответ. И, наконец, Нефертити, царица Египта, чей бюст стал иконой древнего искусства. Нефертити, супруга фараона Эхнатона, жила в XIV веке до нашей эры и, возможно, даже правила как фараон после его смерти. Но где ее гробница? Это одна из самых интригующих загадок египтологии. Основные версии указывают на долину царей или Амарну, где Эхнатон основал свою столицу. В 2015 году археолог Николас Ривз предположил, что Нефертити может быть похоронена в тайной комнате за гробницей Тутанхамона, известной как КВ-62. Георадарные исследования показали аномалии в стенах, но раскопки пока не подтвердили теорию. Другая гипотеза связана с гробницей в Амарне, но этот регион был разграблен еще в древности. Почему Нефертити так важна? Она была не просто царицей, а реформатором, стоявшим у истоков монотеистического культа Атона. Ее гробница может содержать тексты, которые расскажут о религиозной революции, изменившей Египет. А если она действительно правила как фараон, это перевернет наше понимание гендерных ролей в Древнем Египте. Итак, что объединяет эти гробницы? Во-первых, их неуловимость. Несмотря на спутники, георадары и дроны, мы до сих пор не нашли ни одну из них. Это говорит о том, как тщательно древние защищали свои захоронения. Во-вторых, каждая гробница – это ключ к эпохе. Александр мог бы рассказать о границах человеческой амбиции. Чингисхан – о военной гениальности. Клеопатра – о любви и власти. Аттила – о столкновении цивилизаций.
Нефертити, о вере и реформах. Современные технологии, такие как лидар и подводная археология, дают надежду. В 2025 году раскопки в Топосирисе, Магна и Александрии продолжаются, и, возможно, мы стоим на пороге сенсации. Но есть и философский вопрос. Что мы теряем, вторгаясь в эти священные места? Гробницы — это не только сокровища, но и память. Может быть, их тайна — это часть их величия. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь своими мыслями в комментариях. Какую гробницу вы бы хотели найти? И что бы вы спросили у Александра, Чингисхана или Клеопатры, если бы могли? Это было наше путешествие в мир загадок прошлого. До новых встреч!